Ты открываешь телефон, просто на секунду. Один ролик, потом еще один, потом еще. Ты не планировал смотреть долго, просто хотел отвлечься. Проходит несколько минут, может быть больше, и в какой-то момент ты ловишь себя на мысли, что уже не помнишь, зачем вообще взял телефон в руки. Вот здесь и начинается разговор, потому что это не слабость и не отсутствие силы воли, это внимание. Вниманием управляют. Прямо сейчас твое внимание где-то находится, на экране, в мыслях, в ожидании следующего слова. И вот факт. В большинстве случаев ты не решаешь, куда оно направляется. Вниманием управляют. Если внимание удержали, человек остается. Если внимание уводят, он идет следом. Если внимание дергают, он начинает реагировать. Так устроены ленты, новости, видео, разговоры. Не через смысл, через захват внимания. Человек может быть умным, осознанным, критичным. Но если его внимание постоянно перескакивает, его решения становятся такими же, быстрыми и неосознанными, потому что реальность формируется не событиями, она формируется тем, на чем внимание задерживается дольше всего. Именно здесь становится видно, где находится скрытый рычаг управления реальностью, и что происходит, когда внимание больше не ведут, а ты его замечаешь. Большинство людей думают, что внимание — это что-то вроде фонарика. Куда захотел, туда и посветил. На деле все наоборот. Внимание почти всегда реагирует. Оно цепляется за движение, за яркость, за резкий звук, за эмоцию. Если что-то мелькнуло, дернулось, вспыхнуло, внимание уже там. Даже если ты не хотел. И вот здесь начинается самое важное. То, что чаще всего попадает в твое внимание, начинает формировать твое внутреннее состояние. Не сразу, постепенно. Если ты долго смотришь на тревожное, тело напрягается. Если долго смотришь на раздражающее, появляется злость. Если постоянно смотришь на чужую жизнь, возникает ощущение нехватки. Ты можешь этого не замечать, но тело замечает всегда. А дальше происходит простая цепочка. Состояние влияет на мысли. Мысли влияют на решения. Решения влияют на действия. И вот уже кажется, что это твоя жизнь. Хотя началось все с того, куда и как часто уводили твое внимание. Самый хитрый момент в том, что управление вниманием почти никогда не ощущается как управление. Это не давление, не приказ, не запрет. Это просто ощущение. Хочу посмотреть, интересно, еще чуть-чуть. И человек идет за этим ощущением, думая, что он свободен. На самом деле внимание просто сделали привычным к определенному ритму. Быстро, ярко, коротко, еще. И когда внимание живет в таком режиме, человеку становится трудно оставаться с чем-то спокойным, простым и настоящим. Ему скучно, непривычно, пусто. Это и есть признак того, что рычаг управления уже не у него. Сейчас я покажу, как это можно заметить на себе буквально за несколько секунд. Без техник, без усилий, просто через наблюдение. Сейчас будет короткая проверка. Она займет буквально несколько секунд. Прямо сейчас обрати внимание на свое дыхание. Не меняй его, не углубляй. Просто заметь, как ты дышишь. И вот следующий шаг. Попробуй удерживать внимание только на ощущении дыхания хотя бы 5 секунд. Если в этот момент внимание спокойно осталось там, значит, оно сейчас у тебя. А если мысль сразу ушла в сторону, если появилось желание проверить что-то, если стало неловко, скучно или захотелось переключиться, это и есть ответ. Так работает управление вниманием. Дело не в том, что с тобой что-то не так, и не в том, что ты не умеешь концентрироваться. Просто внимание уже привыкло жить в режиме постоянного движения. Его все время куда-то ведут, и оно давно перестало останавливаться само. Когда внимание не может спокойно оставаться на простом ощущении, оно легко уводится чем угодно – картинкой, заголовком, эмоцией, обещанием. И тогда человек начинает реагировать, а не выбирать. Вот почему управление вниманием почти не ощущается. Оно выглядит как обычное желание – посмотреть, узнать еще чуть-чуть.
Но если внимание не твое, твои решения тоже становятся не до конца твоими. Хорошая новость в том, что внимание возвращается не усилием, а замечанием. И дальше я покажу, что происходит, когда этот рычаг снова оказывается у тебя в руках. Ты смотришь в этот экран прямо сейчас. И вот важная вещь, о которой почти не говорят. Экран — это не просто картинка, это постоянное изменение света, движения и ритма. Когда ты листаешь ленту или смотришь видео, изображение меняется очень быстро. Иногда так быстро, что ты этого даже не замечаешь. Сознательно — нет. Но мозг реагирует всегда. Он улавливает мельчайшие вспышки, смену теней, движение в кадре. Это не информация, это сигнал, и этот сигнал попадает не в размышления, а сразу в зоны, которые отвечают за желание и импульс. Результат простой. Вдруг хочется посмотреть дальше, вдруг тянет нажать еще раз, вдруг появляется ощущение «мне нужно». Кажется, что это твое решение, но на самом деле это реакция. В экспериментах людям давали смотреть самый обычный контент. Ничего тревожного, ничего агрессивного. Но в определенные моменты картинка чуть ускорялась, чуть менялся ритм, чуть появлялось движение. Через какое-то время люди начинали чаще хотеть есть, быстрее уставать, хуже чувствовать паузы. Не потому, что с ними что-то сделали, а потому, что их мозг все время находился в режиме реакции. Для этого не нужны чипы, не нужны импланты, не нужны тайные технологии. Достаточно экрана, который постоянно меняется и держит внимание в движении. Когда мозг долго живет в таком режиме, ему становится сложно останавливаться, сложно быть в тишине, сложно просто быть. И тогда внимание становится легкой добычей. Оно идет туда, где быстрее, ярче и громче. Вот так и работает скрытый рычаг управления. Не через мысли, через ритм. И обрати внимание на одну вещь. Ты смотришь это видео уже какое-то время. Скорее всего, дольше, чем планировал. Не потому, что тебя заставили. И не потому, что ты залип. А потому, что внимание уже оказалось внутри ритма. И если ты не замечаешь этот момент, ты просто продолжаешь смотреть дальше. Если замечаешь, появляется выбор. Скажи честно, ты сейчас смотришь это видео или просто продолжаешь смотреть? Сейчас давай сделаем одну простую вещь. Это займет 5 секунд. И именно здесь большинство впервые чувствует разницу. Ничего специально делать не нужно. Просто остановись. Поставь видео на паузу, если хочешь, или продолжай слушать. Сядь так, как сидишь. Не выпрямляйся специально, не меняй позу. Обрати внимание на точки, где тело соприкасается с тем, на чем ты сидишь. Спина, ягодицы, ступни или ноги. Не анализируй, просто почувствуй давление. Теперь сделай медленный вдох через нос. И такой же спокойный выдох. И еще один раз. Обрати внимание не на дыхание целиком, а на паузу после выдоха. Она короткая, но она есть. В этой паузе внимание обычно возвращается само. Если мысли продолжают идти – нормально. Если что-то отвлекает – нормально. Ничего не исправляй. Просто побудь в этом ощущении тела от 10 до 15 секунд. Этого достаточно. Если ты заметил, что стало чуть тише, чуть спокойнее или просто яснее, значит, внимание на этот момент вернулось. Вот так выглядит точка, где управление перестает быть внешним. То, что ты сейчас сделал, не практика и не техника. Это возврат внимания из экрана обратно в тело. Когда внимание возвращается в ощущение, ритм внешних сигналов перестает управлять состоянием. Мир не исчезает. Экран остается, звуки остаются, но точка, из которой ты смотришь, меняется, и именно отсюда начинается реальный контроль. Сейчас важно сказать одну простую вещь. То, что ты только что почувствовал, пусть даже совсем немного, это не эффект видео и не внушение. Это момент, когда ты на секунду вышел из автоматизма. Большую часть времени мы живем в реакции, на события, на людей, на мысли, на внутренние импульсы. Что-то постоянно дергает внимание,
что-то требует отклика, и кажется, что так и должно быть. Но проблема не в тебе, не в слабой воле, и не в том, что ты не умеешь управлять собой. Проблема в том, что нас нигде не учили возвращаться из реакции. Большинство людей пытаются менять жизнь снаружи. Цели, условия, деньги, отношения. Но если внутри все время шум и напряжение, любые изменения быстро превращаются в новую гонку. Выход начинается раньше, в том месте, где ты вдруг замечаешь: вот сейчас мной что-то ведет, а вот здесь я снова здесь. Это очень простой момент, без усилий, но именно с него появляется выбор. Когда внимание возвращается к тебе, решения становятся спокойнее, эмоции яснее, тело устойчивее. Жизнь перестает быть постоянной реакцией и начинает ощущаться как процесс, в котором ты участвуешь, а не просто плывешь. Это несложно, и это не требует особых способностей. Сложным это кажется только потому, что нас приучили все время искать выход снаружи, а не возвращаться внутрь. И если тебе знакомо ощущение, что можно жить иначе, чуть свободнее, чуть спокойнее, чуть яснее, значит, ты уже на этом пути. Ссылка на курс в описании под этим видео. Если во время этого видео ты что-то почувствовал, не обязательно ярко, не обязательно глубоко, а просто чуть иначе, значит, все сработало. Не потому, что ты сделал что-то особенное, а потому, что внимание на короткий момент вернулось туда, откуда ты действительно смотришь. Проблема никогда не была в тебе, ни в слабой воле, ни в отсутствии дисциплины, и не в том, что ты чего-то не умеешь. Проблема в среде, в которой внимание постоянно уводят, дробят и держат в режиме реакции. Человек, который все время реагирует, удобен, предсказуем, управляем. Но стоит появиться паузе, стоит заметить момент, когда импульс только возникает и контроль начинает рассыпаться. Алгоритмы, экраны, ритмы не могут управлять тем, кто замечает. Они работают только там, где все происходит на автомате. Где человек просто смотрит, просто листает, просто устал. Как только появляется наблюдение, рычаг выходит из их рук, и именно поэтому тебя никогда не учат этому напрямую. Не объясняют, что происходит с телом и вниманием, не показывают, где начинается момент выбора, потому что человек, который видит этот момент, становится неудобным. С этого видео не нужно делать выводы, не нужно бояться. И не нужно бороться с технологиями. Достаточно одного навыка – время от времени возвращаться в точку, где мысль еще не стала командой. В следующем видео я покажу, как именно внимание уводят в самых обычных вещах, которые ты видишь каждый день, и почему мы перестали это замечать. А сейчас просто сделай один спокойный вдох и обрати внимание на то, кто именно сейчас смотрит. Мы привыкли жить внутри мыслей, планировать, анализировать, оценивать, сравнивать, и в какой-то момент начинаем считать, что это и есть мы. Но мысль не источник, она лишь отражение. Книга «Путь сознания. Выход за мысль» не о том, как думать правильнее, и не о том, как улучшить себя. Она о том, как выйти за пределы привычного мышления и впервые по-настоящему соприкоснуться с тем, что осознает. Эта книга родилась не из теории и не из пересказа чужих учений. Она выросла из прямого опыта наблюдения, тишины, внимания и постепенного распознавания того, что остается, когда мысль отпускается. Здесь нет мотивации, нет обещаний быстрых изменений и нет попытки убедить. Есть путь. Спокойный, честный. Иногда непростой, потому что он ведет не к образам, а к реальности. «Путь сознания» — это книга не для ума, а для распознавания. Она не требует веры, не требует согласия и не требует отказа от привычной жизни. Наоборот, она возвращает к жизни, которая проживается прямо сейчас, а не в мыслях о прошлом или будущем. По мере чтения может происходить странное. Мысли начинают замедляться, внимание становится шире, появляется ощущение тишины не как пустоты, а как живого присутствия. Не потому что книга что-то делает, а потому что она указывает туда, где ты всегда был. В этой книге нет линейного сюжета. Каждая глава — это отдельная настройка восприятия.
Ты можешь читать ее по порядку или открывать с любого места, возвращаться, останавливаться, читать медленно. Это не текст, который нужно понять. Это текст, с которым важно быть. Выход за мысль – это не отказ от мышления. Это возвращение на уровень глубже, где мысль перестает управлять, а становится инструментом. Где появляется ясность без напряжения. Свобода без борьбы. И радость не как эмоция, а как естественное состояние присутствия. Если эта книга откликнулась тебе, значит, ты уже на пути. Осталось лишь перестать искать ответы вовне и позволить вниманию вернуться туда, где все начинается.